Всем привет, дорогие друзья! У меня на канале уже есть несколько рецептов популярного торта и рулета Карпатка. Я уверена, многие из вас их уже готовили. А сегодня я предлагаю вам приготовить новый рецепт. Это шоколадный рулет Карпатка. Он получается безумно вкусный, а готовится легко и просто. Я уверена, он станет достойным украшением любого праздничного стола, так как выглядит невероятно эффектно. Десерт просто потрясающий, в меру сладкий. Здесь замечательное заварное шоколадное тесто. Возможно, вы такое еще никогда не пробовали. Оно очень вкусное. И нежный сливочный крем с маскарпоне. По желанию внутрь можно добавить любые ягоды и фрукты. У меня сегодня клубника. Для приготовления теста мне понадобится. Рекомендую готовить заварное тесто в сотейнике с толстым дном. Вливаю в него воду, добавляю сливочное масло, всыпаю соль. Эту смесь надо довести до кипения. В отдельную миску просеиваю муку и какао. Обязательно надо просеять заранее муку и какао, так как сразу все надо всыпать в горячую жидкость. Перемешиваю. Вода с маслом уже закипает. Сейчас я делаю огонь чуть тише. Добавляю в горячую воду с маслом просеянную муку с какао. И интенсивно начинаю все заваривать. Хорошо перемешиваю. Жду, когда масса соберется в один целый ком. На дне кастрюльки образуется легкий налет. Обязательно хорошо вымешивайте, чтобы не было сухой муки и какао. И не было никаких комочков. У меня получилась вот такая гладкая масса. Мука заваривается буквально в течение 1-2 минут, не дольше. Перекладываю массу в миску. Немного ее вот таким образом раскрою, чтобы она слегка остыла. И чтобы вышел лишний пар. И сейчас важный момент в приготовлении заварного теста. По одному надо добавлять яйца и хорошо все перемешивать. Я буду замешивать тесто при помощи миксера. Также можно это делать и просто обычной лопаткой. Добавляю яйцо в еще горячее тесто и сразу быстро перемешиваю, чтобы яйцо не заварилось. Только после того, как хорошо вмешали первое яйцо, добавляем следующее. После того, как добавили в тесто третье яйцо, надо обязательно смотреть хорошо консистенцию, проверять тесто лопаткой. У меня сейчас тесто получается достаточно плотное, поэтому я добавляю целое 4-е яйцо. Если тесто у вас получилось уже более нежное, 4-е яйцо добавляйте частями и проверяйте консистенцию теста. Домешиваю лопаткой. Тесто должно лениво сползать с лопатки и образовывать вот такой треугольный язычок. Важно добавить правильное количество яиц, так как если тесто получится более жидкое, исправить ситуацию будет невозможно, так как тесто здесь заварное. У меня сейчас получилась как раз хорошая консистенция. Больше яиц я сюда добавлять не буду. Я подготовила противень, застелила его силиконовым ковриком. Также можно использовать и хорошую пергаментную бумагу с силиконовым покрытием. Если вы не уверены в качестве пергаментной бумаги, смажьте ее слегка растительным маслом без запаха, потому что вот это заварное тесто, оно достаточно сильно прилипает. Размер моего коврика 30 на 40 сантиметров. Выкладываю тесто и распределяю его ровным слоем. А теперь сделаю вот такие неровности. Я хочу, чтобы корж запекся именно вот такими неровностями и был похож на настоящие горы. Сверху корж по желанию можно присыпать миндальными лепестками. Безусловно, часть лепестков облетит при сворачивании рулета, но часть останется. Орехи у меня не обжаренные, они обжарятся во время выпечки. И сейчас мой корж я отправляю в хорошо разогретую до 200 градусов духовку примерно на 25-30 минут. Он должен хорошо подсохнуть в духовке. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Мой корж испекся. Послушайте, какой он получается сверху хрустящий. И он запекся вот такими выпуклостями, которые действительно похожи на горы. Сейчас корж получается вот такой сухой. После того, как он остынет,
он станет мягче. Сверху корж накрываю пергаментной бумагой и переворачиваю. И аккуратно снимаю силиконовый коврик. И вот в таком виде корж оставляю остывать. Для приготовления крема мне понадобится в миску перекладываю сыр маскарпоне. Сыр и сливки обязательно должны быть холодными из холодильника. Вливаю сливки. Добавляю сахарную пудру. Сахарную пудру можно корректировать по вкусу. И вливаю ликер Бейлис. Вместо Бейлиса можно использовать ванильный экстракт. Взбиваю массу до плотных пиков. И посмотрите, буквально за пару минут готов вкуснейший крем с сыром маскарпоне. Он очень вкусный и достаточно плотный. Кстати, у меня на канале есть очень хороший рецепт, как приготовить сыр маскарпоне. Я оставлю обязательно ссылку под видео в описании. Также для моего рецепта мне понадобится клубника. Я ее хорошо помыла и обсушиваю на бумажных полотенцах. Также, конечно, надо срезать хвостики. Корж у меня полностью остыл. И после того, как он полежал, посмотрите, он получается такой достаточно мягкий. Выкладываю на него сверху крем и разравниваю. Если хотите, можно немного крема оставить для украшения. Вот с этого края я промазываю корж совсем немного, чтобы он потом просто хорошо закрепился. Больше всего крема я выкладываю именно вот с этой стороны, там где буду начинать закручивать рулет. Если у вас корж получился не такой гибкий, можно промазать его кремом и оставить полежать минут 5. Он станет мягче. Немного отступив от края, выкладываю на корж клубнику. Я плотно прижимаю ее друг к другу. Я старалась подбирать клубнику одинакового размера. И теперь плотно буду сворачивать рулет. Вот такая красота получается. Сейчас рулет я упаковываю в пергаментную бумагу. И его отправлю в холодильник для пропитки и стабилизации крема. Для этого понадобится примерно 5-6 часов. Но я обычно такой рулет отправляю в холодильник на ночь. Рулет хорошо застыл в холодильнике. Извлеку его из пергаментной бумаги. Посмотрите только, какой красавец получился. И посмотрите, вот этот шов у меня получился здесь сверху. Мне кажется, рулет даже так смотрится более симпатично. Сейчас я обрежу ему бока. Какой внутри получился замечательный рисунок. Тесто здесь великолепное. И очень вкусный крем. Я мой рулет сверху присыпаю сахарной пудрой. И я также оставила немного крема для украшения. Выдавливаю сверху вот такие небольшие цветочки. И сверху ягоды клубники. Какой нежный. Так хорошо пропитался. Друзья, это просто безумно вкусно. Здесь особенное заварное шоколадное тесто. Оно потрясающее. В сочетании с этим нежным сливочным кремом, с ягодами клубники, этот рулет – настоящее наслаждение. Я всем рекомендую его приготовить и попробовать. Я уверена, он вам тоже понравится. И будете готовить его еще не один раз по просьбе ваших родных. А я желаю вам приятного аппетита, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!